Привет, друзья! Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне в гости. Сегодня мы с вами испечем закусочные булочки и круассаны. Готовятся они из одного и того же теста и получаются воздушные и мягкие. Испечем и затем я покажу вам, чем можно их заправить. Как вы поняли, это будет соленая закуска. И такие закуски обычно подают к фуршетному столу или готовят к любому празднику. Ну ладно, пойдемте готовить их вместе. И для приготовления этой выпечки нам понадобится 2 яйца, 2 чайные ложки сахара, 2 чайные ложки соли, 1 стакан растительного масла, 500 мл теплого молока, 50 грамм дрожжей и килограмм муки. Сначала растворяю дрожжи в теплом молоке. Молоко не должно быть горячим, а теплым. Затем добавляю яйца. И хорошенько перемешиваю. Затем добавляю 2 чайные ложечки сахара и 2 чайные ложечки соли. Перемешиваю до растворения сахара и соли и затем добавляю растительное масло. Но не добавляю сразу все, остальное добавлю при замешивании теста. Стакан у меня на 250 мл. И затем постепенно добавляю муку. Когда уже трудно перемешивать вилкой, я замешиваю руками. И на этом этапе я добавляю остальное масло. Хорошенько замешиваю в миске, а затем выкладываю на стол и замешиваю еще немного на столе. Замешали тесто, а теперь отправляем в миску, накрываем пищевой пленкой и полотенцем и оставляем на час до поднятия. Прошел час, смотрите, как тесто хорошенько поднялось. А теперь смазываю руки растительным маслом, отрываю кусочек теста и формирую шарики. Вы можете их делать любого размера, но для фуршетных столов я не советую их готовить слишком крупными. Нам нужна закуска на 1-2 укуса, это намного удобнее. Я вам советую попробовать приготовить. Такие закуски обязательно разнообразят ваш праздничный стол. Во-первых, это вкусно и выглядит очень презентабельно. Сформировали, а теперь накрываем полотенцем и пусть они поднимаются. А мы начнем готовить круассаны. Небольшой кусочек теста раскатываем, создавая круг. Не нужно раскатывать слишком тонко. Чтобы круассанчики получились примерно одинаковой величины, я беру крупную тарелку и вырезаю круг. И теперь ножом для пиццы разрезаю на 8 частей. И с краю делаю небольшие разрезы. И теперь закручиваю вот таким вот образом. И получается маленький круассанчик. И выкладываю форму для выпекания на пергаментную бумагу. Знаете, чем еще удобна эта выпечка? Тем, что вы можете их испечь заранее и отправить в морозилку. А когда вам нужно, размораживайте, заправляйте, и вкуснейшая закуска готова за считанные минуты. Я уже тут справилась, смотрите, какие красивые круассанчики у нас получились. А теперь накрываем их и оставляем, пусть поднимаются. А тем временем наши булочки уже поднялись. Отправляем их выпекать. Духовку предварительно разогреваю на 200 градусов и выпекаю, пока они не станут красивого румяного цвета. Испеклись наши булочки. Смотрите, какие маленькие пышечки. Такие аппетитные. А теперь отправляем в духовку круассаны.
И вот такие симпатичные круассанчики у нас получились. И для легкого блеска я их слегка смазала оливковым маслом. Выпечка получается воздушной, мягкой и нежной. Вы можете даже просто так печь детишкам к завтраку. Из остального теста я испекла закусочные пироги, но не буду акцентировать в этом видео внимание на них. У меня уже есть 2 видео на канале, как я их готовлю и чем заправляю, так что я вам оставлю на них ссылочки в описании под видео. А я давайте покажу вам, какие у нас получились круассанчики. Смотрите, как они пропеклись хорошо и какие мягенькие. Сейчас покажу вам и внутри. Видите, какие воздушные, мягкие? Супер! И булочки. Смотрите, какие аппетитные. Пропеклись отлично. И какие мягенькие. Вон, видите, внутри? Нежные, воздушные. И закусочные пироги. Отлично пропеклись. Если вам интересно, как их готовить, обязательно заглядывайте в описании под видео. А теперь пойдемте заправлять булочки и круассанчики к праздничному столу. Кстати, если вы их будете замораживать, обязательно и круассанчики, и булочки нужно разрезать пополам и потом отправить в морозилку. А теперь обе половинки слегка смазываем майонезом. Кстати, девочки, мои круассанчики и булочки, которые я буду заправлять, тоже уже с морозилки. Я уже смазала все майонезом, а теперь беру бризаулу. И еще нам понадобится руккола. Разрезаю бризаулу пополам, складываю и вставляю в круассан. И затем добавляю листочек рукколы. Это очень вкусное сочетание, но вы можете заправлять любой начинкой на ваш вкус. И вот такой закусочный круассанчик у нас получается. Не забудьте смазать обе половинки слегка майонезом, чтобы он не получился суховатым. Для второго варианта нам понадобится копченый лосось. Какой бы начинкой вы ни заправляли, обязательно нужно смазать обе половинки майонезом. Вставляем полосочку лосося и затем листочек рукколы. Вместо рукколы можете вставить листочек салата. Можете также заправлять креветками и салатом, артишоками и тунцом, вареным яйцом и грибами. Вариантов множество, и все они очень вкусные. А теперь заправим булочки. Берем любой вид салями. Складываем его в 4 части и вставляем в булочку. Булочки я не смазываю майонезом, салями и так уже довольно жирные. И выкладываем на сервировочную тарелку или поднос. И таким образом вы можете их заправлять любой мясной нарезкой. Для второго варианта я беру хамон. Складываю его под размер булочки и вставляю в серединку. Складывайте так, чтобы нарезка немного выступала за края. Так и красивее, и вашим гостям понятно, с чем подана закуска. И если вы готовите закуску за пару часов, за час до праздника, то накройте ваши сервировочные тарелки пищевой пленкой и отправьте в холодильник, чтобы булочки оставались мягенькими. И по приходу гостей подавайте на стол. И вот такую необычную и оригинальную закуску мы с вами сегодня приготовили. Вкусно, аппетитно и очень красиво. Вы увидите, что такие булочки и круассанчики понравятся всем. С удовольствием поделилась с вами этим классным рецептом. Ну а вам спасибо, что провели это время со мной. Ставьте лайки и подписывайтесь, и мы обязательно встретимся с вами в следующем видео. До скорой встречи!